Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи. Сегодня будет видео опять о заряде батарей типа кальций-кальций, полностью кальций, потому что предыдущее видео я снял с косяками, попутал там проценты. И в комментариях меня справедливо тыкнули в это мордой. Так что сегодня я пересниму это видео, и, собственно, это видео будет дублировать предыдущее, но с некоторыми поправками. Итак, что такое кальций-кальций аккумуляторные батареи? Что к ним относится? К ним относятся ВЭТ-батареи, то есть наливные батареи типа EFB, то есть улучшенные, гель и IGM, все они кальциевые. Надо уточнить, что способов заряда аккумуляторов кальциевых много. Каждый для себя выбирает именно тот способ, который ему подходит больше. Ну и понятное дело, которое ему позволяет производить его оборудование, которое есть в наличии. Ну и, конечно, выбранный способ будет зависеть от типа батарей. Сегодня будут рассмотрены 3 способа, которые чаще всего встречаются. Их преимущества рассмотрим и недостатки. Кальций батареям относятся, соответственно, батареи с жидким электролитом, то есть ВЭТ-батареи. Они могут быть, такие батареи, с пробками, а могут быть и без пробок. Если они имеют пробки, то они, скорее всего, малообслуживаемые. Если пробок нет, то значит они совсем не обслуживаемые. Второй тип EFB батареи, то есть усиленные. Они тоже наливные, с несколько другой конструкцией, и это в свою очередь приводит к тому, что такие батареи имеют несколько другой подход к заряду, ну то есть к концу заряда. Но по сути заряд EFB аккумуляторных батарей особо не отличается от обычных наливных, но есть, конечно, нюансы, особенно в конце заряда. Следующими идут IGM батареи и гель батареи. Это батареи, у которых электролит в связанном состоянии находится, и заряд у них отличается от первых двух типов, то есть от ВЭТ и EFB. И причина в том, что таким аккумуляторным батареям кипеть нельзя. Так вот, все виды аккумуляторов, они кальциевые, и все они имеют отличия по заряду. Потому, когда в комментариях спрашивают, можно ли заряжать кальциевые батареи 16 вольт, то ответ неоднозначный, потому что ВЭТ обычный и EFB можно и даже нужно 16 вольт заряжать, а IGM и гель нельзя, притом категорически, хотя все они кальциевые, и те, и те. Но сегодня будут рассмотрены способы заряда самых простых наливных кальциевых полностью батарей, без EFB, IGM и геля. Немножко теперь про стереотипы. Очень часто в интернете можно встретить такое мнение, очень устойчивое, кстати, что батареи кальций-кальций нельзя сильно разряжать. Якобы после этого их уже невозможно зарядить из-за образования сульфата кальция. Значит, аккумуляторные батареи не рекомендуется без лишней надобности разряжать ниже 12,1 вольт. Потому что при этом образуется плотная корка сульфата, и батареи действительно могут не принимать заряд или принимать его очень плохо. Но это относится ко всем батареям, не только кальций, но и сурмянистым и всем остальным. Если есть необходимость при диагностике разрядить аккумуляторную батарею до 10,5 вольт, то это можно делать, и после этого она тоже нормально зарядится. Никаких проблем с этим нет. Если батарея разряжена ниже 10,5 вольт, то просто так от фонаря обычными режимами ее зарядить уже практически невозможно. Но вполне возможно ее зарядить специальными режимами с понижением плотности или без понижения плотности. Видео о заряде сильно разряженных аккумуляторных батарей на канале недавно выходило, значит можно его посмотреть. Что касается самого сульфата кальция и потери части емкости. Это такой сильно большой раздутый миф. И в одном из прошлых видео мы рассматривали этот вопрос и как решается эта проблема сульфата кальция. С помощью простой фосфорной кислоты, потому сульфат кальция не так страшен, как о нем рассказывают. И нормально батареи заряжаются. Если, допустим, взять буферные батареи кальций-кальций, то они по своим характеристикам способны выдержать глубокий разряд и без проблем заряжаются. Так что проблема сульфата кальция – это надуманная и сильно преувеличенная проблема. Итак, первый вариант заряда, самый простой, самый примитивный, который можно встретить еще в старых советских учебниках. Это заряд постоянным током без ограничения напряжения. Ток берем 10% от емкости аккумуляторной батареи, то есть для 60-ки это 6 ампер, и ограничения напряжения никакого нет. При постановке на заряд батарея будет принимать ограниченный ток в 6 ампер, а напряжение будет в зависимости от степени разряда батареи ниже 14 вольт. И постепенно по мере заряда батареи напряжение будет подниматься все выше и выше. И будет оно подниматься до того момента, пока батарея не начнет обильно кипеть, то есть не начнется газовыделение. Или, если правильно сказать, не начнется электролиз. Батарея закипит.
Концом же заряда считается такое состояние аккумуляторной батареи, когда она кипит на протяжении 1-2 часов и плотность при этом уже не растет, то есть не меняется. Напряжение при этом остановится на каком-то значении, при котором батарея начнет бурный электролиз. Этот способ имеет множество недостатков, потому на сегодняшний день его уже не используют, потому что современные зарядные устройства позволяют заряжать аккумуляторные батареи более гуманными способами. Какие недостатки этого способа? Так как электролит кипит, то батарея соответственно греется. Нагрев электролита негативно сказывается на приеме заряда аккумуляторной батареи. Опять же, сильно бурное кипение – это и есть самый главный недостаток этого способа, потому что кипение должно быть в меру. И сильно бурное кипение очень нежелательно, особенно для аккумуляторов, которые не имеют пробок. Еще один недостаток – обязательно нужно следить за окончанием заряда и не прозевать время закипания аккумуляторной батареи. Опять же, можно батарею перегреть, если не следить, и можно повредить пластины от излишнего перезаряда. Следующий недостаток – слишком низкий коэффициент использования зарядного тока. При этом способе коэффициент заряда равняется 1,5–1,6. То есть для заряда емкости 1 ампер-час для батареи придется потратить тока гораздо больше, чем 1 ампер-час. И если вам нужно зарядить 20 ампер-часов, то тока вам понадобится для этого подать на клеммы батареи 30-32 ампер-часа. Этот лишний ток будет, соответственно, расходоваться на электролиз электролита, потому что батарея кипит, и нагрев решеток пластин, то есть металлорешеток пластин. Ввиду многочисленных минусов такого способа, этот тип заряда сейчас уже не используется. Ну и надо сказать, что само появление батарей типа кальций-кальций потребовало новых алгоритмов их заряда. Теперь батареи кальций-кальций заряжаются комбинированными способами, то есть чередованием заряда по постоянному току и чередованием заряда по постоянному напряжению. Теперь переходим ко второму способу заряда аккумуляторных батарей типа кальций-кальций, и, понятное дело, он будет уже комбинированный. Используется этот способ в зарядных устройствах, которые нынче продают в магазине. На начале заряда ток мы устанавливаем 5-10% от емкости аккумуляторной батареи, или другими словами, ток 10 или 20 часового разряда. То есть, если у нас батарея 60 ампер-часов, то это будет ток для нее 3-6 ампер. Что с напряжением? Напряжение ограничиваем 16 вольт. Когда батарея разряжена, то при заряде, соответственно, напряжение 16 вольт у нас не будет, а будет ниже. И будет, соответственно, немножко расти. Чем больше будет заряжаться наша аккумуляторная батарея, тем выше будет подниматься напряжение. Ток ограничен и постоянен, то есть заряд по первому этапу идет по постоянному току. После того, как напряжение достигнет 16 вольт, заряд будет продолжаться уже по постоянному напряжению. И ток по мере заряда аккумуляторной батареи, или вернее сказать по мере до заряда аккумуляторной батареи, согласно закону Ома, на исправном аккумуляторе ток будет падать вплоть до 0,5 ампера. А у хорошей аккумуляторной батареи еще даже меньше. Когда напряжение достигнет 16 вольт, а ток упадет до 0,5 ампера или ниже, первый этап заряда закончен. И начнем второй этап, то есть этап до заряда аккумуляторной батареи. На первом же этапе важно правильно выбрать величину тока, которая может быть от 5 до 10%. По новым стандартам ток выбирается 5% от емкости, по старым стандартам 10% от емкости. Как поступить правильно, как правильно выбрать ток? Тут нужно смотреть на состояние аккумуляторной батареи. Если батарея новая, то можно брать и 10%. Допустим, для 60-ки это будет 6 ампер. В таком случае она будет нормально заряжаться. Если же батарея не новая и уже потеряла часть своей емкости, что при ее износе, соответственно, неизбежно. И напомню, что батарея считается исправной и работоспособной, пока емкость не упадет ниже 50% от ее начальной емкости, то ток в этом случае выбирается 5% от емкости аккумуляторной батареи. То есть для 60-ки это будет 3 ампера. То есть ток выбирается по остаточной емкости батареи. И нужно учитывать степень износа самой батареи. Потому что если от емкости 60 ампер-часов батареи осталось уже только 40 ампер-часов, то 10% от емкости, то есть 6 ампер-часов, будет для заряда много. В этом случае батарея зарядится, но не полностью, потому что чем больше ток зарядный,
тем в меньшей степени прореагирует сульфат, который находится глубоко в порах. И усиливается эффект так называемого фиктивного заряда, когда напряжение на клеммах батареи выросло, но плотность электролита еще подняться не успела. И зарядка-автомат, если она автоматическая, отключается и сигнализирует об окончании заряда, хотя батарея при этом осталась недозаряженной. Так вот, чтобы уйти от этого эффекта фиктивного заряда, ток заряда понижает до 5% от емкости. Чем меньше зарядный ток, тем больше в полной мере заряжается батарея, то есть успевает прореагировать сульфат, который находится глубоко в порах. Но при этом, выигрывая в степени заряда аккумуляторной батареи, проигрываете, соответственно, во времени заряда. Тут прибавилось, соответственно, там убавилось. Окончанием первого этапа заряда батареи будет повышение напряжения на клеммах до 16 вольт и падение зарядного тока, соответственно, до 0,5 ампер и ниже. Так вот, чем лучше состояние батареи, тем больше вероятность того, что ток упадет ниже 0,5 ампер. Бывают случаи, довольно частые такие случаи, когда ток в конце первого этапа не падает ниже 0,5 ампер, а стабилизируется, то есть останавливается на какой-то величине и дальше больше не опускается. Такое может произойти в таких случаях, когда батарея неисправна и имеет повышенное внутреннее сопротивление или неправильные условия заряда. Например, перегрелся электролит. Чем больше нагрет электролит, тем меньше упадет ток. При возникновении такой ситуации нужно батарее дать остыть. И потом, когда она остынет, снова поставить ее на заряд на второй круг. Может быть ситуация, когда у вас сама батарея кипит раньше, чем 16 вольт по причине ее износа. При старении батарея засоряется разного рода примесями, которые выделяются в электролит, и напряжение кипения может быть меньше 16 вольт. Особенно этим страдают гибридные батареи. Но сегодня идет речь о батареях кальций-кальций. Также батарея может закипать раньше 16 вольт, если у нее пониженная плотность электролита изначально была. Поэтому напряжение 16 вольт заряда для батарей кальций-кальций хоть и является универсальным напряжением и общепринятым, но в то же время при необходимости требует корректировки. Надо смотреть по ситуации. Если все хорошо, то по окончании первого этапа заряда напряжение на клеммах 16 вольт, ток упал до 0,5 ампера, переходим ко второму этапу. Ставим батарею на второй этап. При этом снимаем ограничение напряжения, то есть даем возможность электролиту закипеть таким образом. Ток ограничиваем зарядный до 2-5% от емкости батареи. Для 60-ки это, соответственно, 1,2-3 ампера и не больше. Опять же, учитываем износ батареи. Для новых можно ставить ток побольше, то есть 3 ампера и не больше. Для старых нужно ставить ток поменьше. Ну, надо сказать, что тут все произойдет по большей части само собой. Когда снимете ограничение напряжения, то напряжение немножко подрастет до момента закипания электролита. При этом, согласно Ома, подрастет и сила тока. Задача при этом проконтролировать именно ток, чтобы он не перепрыгнул, то есть не поднялся выше 3 ампер. А если батарея уже не новая, а довольно старенькая, то не больше, чем 1,5 ампера. Тогда не будет чрезмерного выделения пузырьков газа. Если вдруг так случилось, что ток прыгнул выше 3 ампер, нужно понять причину, почему так случилось. Неисправный аккумулятор или перегретый электролит. Или, возможно, после первого этапа вы вашу батарею отключали от зарядного устройства, и она некоторое время стояла без заряда. Тогда ток тоже может подняться выше 3 ампер кратковременно. Поэтому паузы между первым и вторым этапом делать не надо. Если сделать паузу, будет кратковременный скачок тока и бурное излишнее выделение газов. Исправные батареи при переходе с первого этапа на второй резкого скачка тока не дают, а значит и не дают излишнего бурного кипения. И за то, что могут повредиться обмазки пластин, переживать в этом случае не стоит. В таком режиме заряжаем батарею около 4 часов. И после этого можно считать заряд оконченным. Переходим к третьему способу. Третий способ, он же самый лояльный из всех сегодня рассмотренных, тоже имеет 2 этапа. На первом этапе ток заряда ограничивается в широком диапазоне от 5% от емкости аккумуляторной батареи, для 60-ки это 3 ампера, до 15 ампер-часов. Для батарей, которые имеют емкость до 100 ампер-часов
и 25 ампер для батарей, которые имеют емкость больше, чем 100 ампер-часов. Опять же, нужно смотреть по состоянию аккумуляторной батареи. Новая она или уже довольно старенькая. Чем старше, тем меньше надо давать тока. Можно и для новых аккумуляторных батарей ставить ток поменьше, но опять же проигрывайте тогда во времени заряда. Новые батареи способны заряжаться без особых потерь и токами побольше. Поэтому для экономии времени ток можно для новых аккумуляторных батарей и повышать. А вот со старыми нужно быть аккуратным. Что с напряжением? Напряжение заряда ограничиваем 14,4-14,7 вольта. При постановке на заряд разряженные батареи будут заряжаться по постоянному току на первом этапе. То есть ток будет от 3 до 15 ампер. Это для батареи 60 ампер-часов. Напряжение при этом будет явно меньше, чем 14,4-14,7 вольт. По мере заряда, а именно когда батарея приблизительно зарядится уже до 70% своей емкости, напряжение достигнет ограничения 14,4-14,7 вольт. И батарея продолжит заряжаться уже при постоянном напряжении. А ток при этом, соответственно, начнет уже падать. Так вот, зарядное устройство ваше, которым вы заряжаете батарею, должно уметь обеспечивать такие режимы. В конце первого этапа ток заряда должен упасть до 0,5 амперов или меньше. Если зарядный ток не падает до 0,5 ампера, то опять же батарея либо неисправна, либо перегрет электролит и неправильные режимы заряда. По сути, этот первый этап заряда похож на заряд аккумуляторной батареи от генератора на автомобиле. И точно так же, как и на автомобиле, батарея аккумулятора может зарядиться при таких режимах на 95-98%, но не зарядится никогда до 100%. Так вот, для того, чтобы дозарядить батарею до 100%, батарею нужно опять же продержать в режиме перезаряда некоторое время. То есть сделать то, что не делает генератор автомобиля. То есть переходим ко второму этапу. На втором этапе, после того, как ток упадет до 0,5 ампера, поднимаем напряжение до 16 вольт. Напряжение 16 вольт, опять же, лучше выбирать индивидуально для каждой батареи и вносить корректировку в зависимости от состояния батареи. Тут надо напомнить, что батареи кальций-кальций, то есть абсолютно кальциевые, бурно вскипают при напряжении 16,2-16,5 вольт. При 16 вольтах такие батареи еще бурно не кипят. Они кипят, но не бурно. Но это зависит, опять же, насколько качественные материалы использовались при изготовлении аккумуляторной батареи. Чем чище свинец, из которого сделали батарею, тем позже закипит электролит. Соответственно, чем больше примесей, тем раньше закипит аккумуляторная батарея. По мере старения в электролит выделяются примеси. И батарея, опять же, начинает смещать свою границу кипения, то есть понижается вольтаж закипания аккумуляторной батареи. Таким образом, напряжение 16 вольт для кальциевых батарей – это напряжение немного ниже, чем напряжение вскипания электролита. Поэтому бурное выделение газа в электролите, которое могло бы привести к отбивке активных масс из пластин, то есть повреждение пластин, не произойдет. Опять же, если батарея исправна. Поэтому на этом втором этапе лучше визуально, если есть такая возможность, или на слух определять степень выделения газа в электролите и не допускать чрезмерного их выделения. Но и не держать напряжение заниженным, например, как этого требуют аккумуляторы IGM и гель. Потому что при этом заряд растянется сильно очень по времени, а это будет приводить к излишнему окислению решеток пластин и, соответственно, их коррозии. Надо отметить, что выделение газа в электролите наблюдается еще при напряжении ниже, чем 13 вольт. И в этом ничего страшного нет. Допустим, при напряжении 13,6-13,8 вольт выделение газов настолько мало влияет на общее состояние пластин аккумуляторной батареи, что буферные батареи при таком напряжении работают по 11-12 лет. При напряжении выше 14,4 вольта выделение газа в электролите, соответственно, резко увеличивается, но при этом уменьшается значительно время заряда аккумуляторной батареи. Вот поэтому на автомобилях для быстрого заряда и выбрано напряжение выше 14 вольт. При напряжении заряда на автомобиле ниже 14 вольт аккумулятор на автомобиле имеет хронический недозаряд, потому что время заряда ограничено временем работы двигателя, а двигатель долго не работает. Так вот, по окончании первого этапа, когда напряжение достигнет 14,4-14,7 вольт, а ток упал ниже 0,5 ампер или стал 0,5 ампер, ставим батарею на режим перезаряда.
Для этого поднимаем напряжение до 16 вольт, а ток при этом сам понизится до какой-то величины, ну, согласно закону Ома. Обычно он понижается до 1,2 или до 2 ампер. Но ток обязательно не должен подскочить больше, чем 3 ампера. То есть он не должен быть больше, чем 3 ампера. Иначе это может опять же вызвать излишнее выделение газа в электролите. И в таком режиме дозаряжаем нашу батарею еще 1-2 часа. Ждать, пока ток опять упадет до 0,5 ампера, уже теперь не нужно. Тут только засекаем время. 1-2 часа и достаточно. По сути, этот способ очень похож на предыдущий. Но заряд проходит при более контролируемом газовыделении. И этот способ более щадящий для аккумуляторной батареи. Ну а сегодня мы рассмотрели 3 способа заряда кальциевых батарей. Первый способ, скажем так, малопригодный. Он больше для общего развития, а 2 следующих способа вполне себе пригодные. Можно их использовать. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И пишем в комментариях, не накосячил ли я в этот раз.